Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня мы продолжаем цикл наших передач о героическом эпосе монас кыргызского народа. В предыдущих передачах я вам рассказывал о том, что мною на основе варианта сказителя Монасче Сагынбая Оразбакова написан пятитомный роман в прозе на кыргызском языке. Затем я перевел это свое произведение на русский язык, и оба этих варианта выставил для продажи на своем интернет-сайте epos-monas.com. Кто хочет, может там купить мое произведение. Ну а сейчас, с вашего позволения, я продолжу чтение своего романа. Выполняя приказ повелителя, многочисленная армия по дороге, ведущей до Гучев, Кулюк, Чакмак, выступила в поход. Среди воинов особенно был разозлен на кыргызов рослый, широкоплечий, огромный, как гора, смуглый Чантуло. «Я уничтожу всех Чанту!» – разгневанно проговорил он. Каким образом Акумбешим проиграл 4 брутам из Алтая, уму непостижимо. Воистину его покарал Бог. Возгордившийся богатырь Чантуло взял с собой множество жан-жунов. Двигаясь круглосуточно на восток с воинами, он не присоединил к ним ни одного алаша. Это разозлило сыновей тюрков, обитавших в ущелье Джиланды и горах Чирчика. Все они из народа Байгура. Их богатыри старец Чанай, сын Догона, Макатил. Есть богатырь Асылбек, который также из потомков Макатила способен многие ратные дела. Кроме него есть еще Бек Баймырза, богатырь Чалавай, составляющий гордость алашей. Родственница Баймырзы, силачка среди женщин, 30-летняя девица Торым-кыз, ничем не уступает мужчинам по силе. Слава о ней разнеслась далеко вокруг. От поведения китайцев первым насторожился рослый, широкоплечий, смуглый Асылбек. Что они задумали? Встревожился богатырь. Китайцы взяли золотые знамена многочисленных воинов и не присоединили к себе ни одного алаша. Как бы то ни было, пусть нас бережет Всевышний. Береженного Бог бережет. Памятуя об этом, Асылбек собрал богатырей из округа. После бурного совещания они решили пойти к Аксакалу Кокотою. Он главный предводитель кыргызов, много повидавший, рослый, скуластый, седовласый старик. Кокотой богатый человек, имеющий собственность 70 тысяч лошадей, 30 тысяч верблюдов и 20 тысяч коров. Хотя он в подданном Китая имел чин хана. Поэтому богатыри во главе с Асылбеком отправились в его аил. Старейшина тепло приветствовал гостей, радуясь, что видные люди народа пришли навестить его. Одетый в белый колпак, красный халат, длинные черные сапоги, подпоясанный широким золотым ремнем, Кокотой приказал слугам зарезать большого, жирного, черного барана. Пока готовилось мясо, в огромной юбке для богатырей, возлежавших на белых подушках, накрыли большую белую скатерть с красными цветами. Слуги подали различные блюда и явства, а для утоления жажды – холодный кумыс. Соблюдая
обычаи, богатыри ни словом не обмолвились о цели своего визита, пока трапеза не закончилась. Старец также не спрашивал об этом. Они сидели, говорили о том, о сём. После того, как рослые, проворные, молодые слуги убрали скатерть, поставили перед гостями чаши с кумысом, поклонились и вышли наружу, гости начали разговор на интересующую их тему. Богатырь обратился к Укутой Асылбек, сидевший по-турецки. Прошло 8 дней с тех пор, как китайцы всполошились. Они собрали многочисленное войско и отправились в поход, не присоединив к себе ни одного кыргыза. Откуда взяться врагам, чтобы биться с такими бесчисленными, как муравьи, китайцами? Мы пришли посоветоваться с вами, не понимая, почему китайцы так паникуют. Вы, наверное, знаете об этих событиях? Да, ответил с тяжелым вздохом Кукутой, поглаживая белую бороду. Выслушайте меня. Наши предки рассказывали легенду о том, что сыновья Алашей не смогут устоять против китайцев. Вы тоже слышали об этом, кивнул головой Асылбек. По этой легенде кыргызы завоюют Бежин, Среднюю Азию. Но все это притча, сказка. Мы маленькая нация, поэтому не можем победить Великий Китай. Раньше я тоже так думал, признался Кукутой. Но теперь полностью изменил мнение. Почему? Я несколько дней назад услышал странные новости и очень удивился. Какие новости? Согласно им, 30 сыновей кыргызов вышли из норы, задумчиво ответил Кукутой. Они разрушили 11 китайских городов. Их предводитель Манас, сын Жакопа с Алтая. Он разрушил город Талу-Кушон, убил Тулуса, покорил земли народа Кангая, уничтожил Дубуро Дангыти и отправил хана Акумбешима, хана Орго из Киркуля на тот свет. Аксакал, кто рассказал эту историю, похожую на сказку? Удивленно спросил Асылбек Кукутоя. Дорго, Чангуш. Что еще он сказал? Китайцы, решив отомстить соплеменникам Манаса за унижение, поклялись собрать всех алашей долины Чуя, поголовно истребить их. Подлецы, негодяи, вырвался Асылбек, побледнев от возмущения. Что нам теперь делать, Аксакал? Как мы можем спасти наших людей? Братья, прошло много времени с тех пор, как мы стали подданными Китая. Береженного Бог бережет. Будем предельно осторожны. Смерть, посланная Создателем, выпущенная пуля, которую не остановить. Китайцы не выдают нам своих секретов. Даже если они это делают, то никогда не скажут правду. Как видите, настроение китайцев в последнее время изменилось. Не злите их понапрасну. Пусть ни один из них не будет заинтересован вместе. Пусть никто не учинит против нас погрома. Вы правы, поддержал его Баймурза, обогровев от услышанного. Если не будем осторожны, можем пострадать. Верно, задумчиво произнес Кукутой, снова поглаживая бороду. Так пусть люди в горах примут соответствующие меры предосторожности и будут начеку, внимательно следя за всеми окрестными дорогами.
Пусть те, кто живет у подножия, охраняет гору Авилатум. Те, кто обитает посередине, вставляет охрану входа в Салман-Су. Остальным жителям вменить в обязанность следить за перевалами Уру, Чакмак и Куюк. Сообщить об этом местным малышам. Согласившись со словами старейшины, могучие шлачи, образованные мудрецы, широкоплечие богатыри взяли дубины, палицы, подняли копья, а меткие стрелки взяли за винтовки. Решив выяснить, каковы намерения китайцев, затем расстроить их подлые замыслы, многочисленный рать кыргызов последовал за армией Пануса. Лев Манас, который так встревожил калмаков и китайцев, в это время с громкими криками, переходя прозрачные реки, наводя ужас на калмаков, стремясь выхватить власть из рук хана Пануса, направлялся в Ташкент, преследуя 600 тысяч бегающих воинов Акумбишима. Когда его рать достигла реки Салан, наступили сумерки, поэтому Манас остановился и дал приказ по армии на отдых. Воины Акумбишима, воспользовались благоприятной ситуацией и даже не подумав встать на привал, бросились бежать дальше без оглядки. Только достигнув армии Пануса, они успокоились, слезли с лошадей и на радостях начали молиться своим Богом. Калмаки сообщили войскам Пануса, какое им Манас нанес оскорбление и как заставил страдать. Нас было очень много, стали жаловаться они. Но многие погибли, еще больше воинов вынуждены были спасаться бегством. Так что мы натерпелись от кыргызов достаточно. Первоначально нас было 13 отрядов по 100 тысяч человек, а сейчас едва наберется 600 тысяч человек, в конец измотанных беспрерывными боями. Вдоволь нажаловавшись, воины Акумбишима, не стесняясь, стали проливать горькие слезы и громко рыдать. Опираясь на гору Салман-Су, многочисленная армия Пануса от этих слов еще больше обозлилась на кыргызов и, заняв все горы, долы, начала готовиться к решающей битве. Через 3 дня армия Манаса также достигла Салман-Су. Не вступая в бой, она отдыхала в течение 10 дней на ее берегу. В конце отдыха был поднят красный флаг хана Пануса, и калмаки боевыми порядками отправились к кыргызам. По прибытии, выстроившись друг против друга, стороны договорились о проведении поединка богатырей. Из калмаков на бой верхом на лошади Акчал выехал рослый, могучий, круглолицый, рыжий богатырь Кодон. Увидев его свирепое лицо и слышав его грозный рык, казахи, кыргызы и другие алаши опешили, и никто не осмелился выйти против калмака. Увидев это, Бакай хлестнул своего коня плетью и с громким криком домчался до Кодона. Изба начался поединок, Кодон наносил удар кыргызу копьем. Бакай рванул мечом по самому основанию копья, в результате чего от него остался только обрубок. Кодон пришел в ужас, начал отчаянно защищаться. Не обращая на это никакого внимания, Бакай снова ударил мечом по обрубку копья калмака. От мощного удара
он разделился на 6 частей и пришел в полную негодность. Оставшийся безоружным, Кадон попытался вытащить палицу, притороченную к луке седла. Не допуская этого, храбрый Бакай треснул его мечом по голове. Несмотря на то, что кровь хлынула ему на лицо, Калмак заупрямился и решил не сдаваться. Поправив шлем на голове, он нанес ответный удар палицей, но промахнулся, палица попала в колено его лошади. Громко заржав от боли, Акжал встал на дыбы и грохнулся на землю, так что Калмак едва успел спрыгнуть с него. Когда покрытый серой пылью окровавленный Калмак вскочил на ноги, Бакай ударил копьем и опрокинул его навзничь. Не давая врагу снова встать, Бакай острым стальным мечом нанес Калмаку удар по шее. В результате вместо тюбетейки на одну сторону упала голова проклятого богом Кадона, а его тело свалилось в другую сторону. «Входите на бой, нечестивые безбожники!» — громогласно проорал Бакай, оглашая Майдан, крайне довольный своей победой над врагом. Манас, наблюдавший за поединком в желтом шатре, был восхищен подвигом брата. «Берите все пример с Бакая», — торжественно обратился он к стоявшим рядом воинам. «Если будет достаточное количество таких храбрых и мудрых молодцев, как он, никто не сможет нас победить». Главнокомандующий войсками Пануса Туталык по воинской традиции также установил свой синий шатер за расположением войск на синем холме. Он разозлился, что его богатырь не смог оказать достойного сопротивления Бакаю. От досады Туталык ударил длинным острым мечом по стоявшему рядом молодому ивнику и от души выматерил подчиненных швейцаров. Чтобы отомстить за Кадона и разбить голову Бакаев, на поединок выскочил на черном вороном коне Акжале, рослый, рыжий, скуластый Иран Кудон, сжимая в руке копье длиной в 100 саженей. Богатыри сразу начали сражаться на копьях и секирах. Затем они вытащили мечи и продолжили смертный бой. Калмак легко отбил щитом меч Бакая. Стремясь любым путем одолеть врага, кыргыз ударил его палицей. От сокрушительного удара Калмак грохнулся на землю и испустил дух. «Подходите ко мне, проклятые, неверные!» — победоносно закричал Бакай, размахивая на радостях копьем. «Я любому пущу кровь водопадом. Пусть выходит на меня тот, кто соскучился по своей смерти». Испугавшись грозного вида богатыря, никто из калмаков не осмелился выйти на бой. Еще одна причина этого: из многочисленного войска Пануса 400 тысяч составляют сыновья Алашей. Бакай знал об этом, поэтому, чтобы братья зазря не убивали друг друга, стоя на Майдане, богатырь обратился к ним. «Мой род кыргызов, великий народ, вы также сыновья Алашей. То, что вы спокойно ходите, позволив проклятым китайцам забрать ваши земли, говорит о том, что у вас нет ума. Как вы можете называться свободными людьми, будучи рабами других? Почему вам вдруг полюбились китайцы? Почему вы выступили против нас и хотите сразиться с нами? Подумайте об этом
Если вас проклянут духи предков, то вы будете гореть в огненном аду. Но я, если даст Бог, спасу вас от такого позора. Поэтому сообщил вам о том, что мой род Алаш закончил свою речь, пока и с надеждой посмотрел на стоявших перед ним воинов. Затем, вспомнив, что он находится на поединке, богатырь снова грозно закричал: «Если вы храбрецы, подходите, китайцы, кто выйдет против меня, то я уничтожу и сумею справиться с ними». Ну вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.